Приветствую вас, коллеги, меня зовут Дмитрий Волков, и я руководитель отдела дизайна в крупной IT-компании. Сегодня мы поговорим на тему, важную для дизайнеров продукта, UX/UI дизайнеров. К сожалению, если вы зашли узнать, как рисовать иконку или сделать баннер, то смотрите другое видео с моего канала. Но дизайнерам, которые проектируют интерфейсы, без этих знаний не обойтись. Поговорим мы про пользовательские истории и кейсы использования. А самое главное, научимся их правильно использовать и поймем, зачем это все нужно. В этом видео я также добавлю результаты опроса дизайнеров по пониманию пользовательских историй и кейсов использования. Результаты звучат интригующе. Итак, приступим. Сначала поговорим о кейсах использования. Use case – это детальное описание сценариев использования системы, то есть то, что должно произойти в системе, когда пользователь выполняет определенное действие. Use case описывает действия пользователей, систему и результаты. Кейсы использования попадают в руки дизайнерам и разработчикам, чтобы реализовать нужный функционал, так как это описано. Шаблонов и описаний данных кейсов использования достаточно много. Приведу пример описания, честно взятый из интернета. Кейс носит название «Бронирование билета». У него есть описание, в котором сказано, что клиент может выбрать и забронировать билет на нужный ему рейс, используя онлайн-систему бронирования. Есть акторы и предусловия. Описывается основной поток событий, в котором обозначены все основные действия клиента для бронирования билета. Предусматривается альтернативная ветка из действий пользователя, когда пользователь ввиду каких-то причин не может забронировать билет, и что ему нужно сделать для того, чтобы начать бронирование. Есть постусловие, в котором указаны действия системы при успешном бронировании билета. А в расширенных атрибутах вложены дополнительные возможности системы. Клиент может выбрать место в самолете и, например, то, что система позволяет осуществлять оплату онлайн. Этот кейс включает диаграмму, описывающую работу системы. Кстати, кейсы использования могут быть не только в виде текстового описания, но и в виде диаграмм. И в завершении в кейсе могут быть указаны различные рекомендации по реализации. Кейс мы посмотрели, давайте ответим на вопрос. А когда он появился? Смотрите, как я говорил выше, кейсы могут прийти в команду от бизнес-аналитика, проекта и даже менеджера продукта. Все зависит от того хаоса, который творится в конкретной компании. Кейс может быть написан техническим писателем после того, как дизайн уже сделан и разработчикам его дадут по факту. Даже дизайнер может сделать свой дизайн и передать разработчикам в виде диаграммы. Мы стараемся делать именно так. На видео я показываю небольшой кусочек задачи, где разработчик может достаточно просто разобраться, какая функция и как работает. Когда мы так не делаем, разработчики приходят с вопросами и тратят свое и наше драгоценное время, отвлекая от другой задачи. По моему мнению, написать кейс использования может и один человек. Но в его доработке должны участвовать все члены команды. По крайней мере, в гибких методологиях. В негибких человек, который его пишет, должен обязательно советоваться с экспертами. Иначе то, что он придумает, не всегда можно реализовать. Кейс использования, поступивший до начала работы над задачей, легко просчитать с точки зрения денег на разработку. При этом он предлагает уже сформированное решение и превращает дизайнера продукта в руки писателя. Гибкости в этом немного. Все, кто хочет поподробнее обсудить применение и необходимость этого инструмента, приглашаю в комментарии к этому видео. С пользовательскими историями все несколько проще. Они не настолько подробные, но все-таки начнем с определения. User Story – это короткое описание функциональности, написанное с точки зрения пользователя. Они обычно начинаются со слов «Как пользователь я хочу», и далее следует описание того, что пользователь хочет сделать. User Story сосредоточены на том, что пользователь хочет, а не на том, как это реализовать. Есть универсальная формула создания пользовательской истории. Например, я как первое хочу второе, чтобы третье. Где первое – это тип пользователя, персонаж, второе – действие или цель, а третье – это результат или ценность.
Например, я как клиент банка хочу получать СМС об одобрении заявки на кредит, чтобы как можно скорее получить деньги. Когда я помогал одной компании разрабатывать приложение для электромобиля, то начал с написания пользовательских историй с привлечением всей команды. Разбил пользовательские истории на группы, то есть состояние работы электромобиля и приложения. Например, группа историй, связанная с управлением и настройкой приложения. Группа историй по управлению устройствами, истории, которые происходят, когда автомобиль находится на зарядке, на стоянке, в движении и так далее. Некоторые истории были в 2 или более группах. Это позволяло понимать, какой функционал нужен всегда пользователю под рукой. Например, и на зарядке, и в движении будет необходима такая пользовательская история. Я, как водитель автомобиля, хочу понимать текущий заряд батареи, чтобы продолжать движение. Так вот, пользовательские истории должны писаться перед началом работы команды над задачей. Чем они качественнее проработаны, тем лучше будет интерфейс у пользователя. Пользовательские истории в ходе разработки могут убираться и могут дополняться новыми. Давайте посмотрим, что происходит со знанием и использованием пользовательских историй и кейсов использования в дизайнерской среде. Я провел опрос в гильдии вольных проектировщиков на эту тему и получил интересные результаты. Всего в опросе участвовал 21 дизайнер. Из них знают, что такое пользовательская история и кейс использования 71,4%. 23,8% не знают, что это такое. 4,8% знают, что такое пользовательские истории. На вопрос, когда нужно писать пользовательские истории, участники ответили так. 91,7% перед тем, как начать работу над задачей. 8,3% во время работы над задачей. Вопрос, когда нужно написать use case, тоже дал интересные результаты. 70% перед тем, как начать работу над задачей, 30% во время работы над задачей. А вот теперь самое интересное. Вопрос, пишете ли вы user story и use case, работая над задачей? 31,3% пишут только user story, 31,3% не пишут, 25% пишут user story и use case, 12,5% пишут только use case. И последний вопрос. Получившийся интерфейс должен закрывать, решать, обрабатывать. Что он должен закрывать? 72,7% проголосовало, что он должен закрывать user story и use case. 9,1% что должен закрывать user story. 9,1% то, что он должен закрывать use case. И 9,1% не должен ничего закрывать. Боже мой, какая каша у людей может быть в головах. Но если хотите поучаствовать в опросе, то в описании я прикреплю ссылочку на этот опрос. Итак, в завершении хочу сказать, что если не используете эти инструменты, то вы так и будете неделями пытаться что-то сделать. А вам будут говорить о том, что все не то и не это. Да и вообще ваши проблемы так и останутся на том уровне. На этом сказке конец, а кто слушал, молодец. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока, до скорых встреч!